Так, у нас тут туман. Что у нас сегодня? 1 июля. Месяц зимы уже прошел. На улице 2 градуса тепла. Ночью сегодня обещают до -2. И, соответственно, если будут осадки, то будет снег. Вот, вокруг уже, даже в ближайших городах снег уже выпадал. Правда, таял быстро днем, потому что, ну, днем температура там до 6, до 7 градусов, до 8 поднимается, даже до 10. Вот. Так что снег быстро тает. У нас на самом деле тоже уже шел снег, но он таял не как только касался земли, то есть покрова не было. Но в других городах, даже в Байерсе, там в более теплых городах, снег уже выпадал. Прям был покров. Вот, были фотографии. Вот. Сегодня ожидается ночью до -2, завтра до -4. И это самые холодные дни, ночи точнее. Вот. Самая холодная температура, которую мы испытывали. Дома прохладно у нас, несмотря на то, что у нас хорошее отопление. Вот, но мы ходим в кофточках все-таки. Вот. Хотя у нас есть отопление, все хорошо. Я не представляю, как живут в домах без отопления. Такие есть, собственно говоря. Вот, или с плохим отоплением. Вот. И у нас еще тут туманище такое. Ну, не сильно туманище, но это как бы даже не туман, это такая изморозь. Вот. Он холодный. Это даже бывает в осенние, весенние дни. И даже в летние. Там, наверное, видно от фонарей. Туман приходит, обычно он с океана приходит. Такой туман холодный. У него даже специальное название есть. Я потом ставлю сюда. Найду, когда. Вот. И он приносит с собой дубак. То есть ты можешь в городе ходить тепло, жарко, даже там футболкой. И выходишь там на набережную. А там с океана несет эту вот изморозь. И холодно, и хочется прям уже одеться чуть ли не в шубу. Вот. Так что вот сейчас эта изморозь, она бывает либо только на набережной, вот, но бывает ее заносит прям в город. Сейчас ветра нету, но дубак вообще сильный. Прям очень холодно. Вот, мы ждем потепления, и мы ждем весны. А весна здесь наступает календарная 21 сентября, то есть нам еще долго. Но зима календарная вот-вот наступила. 21 июня. А фактически уже все было холодно, уже зима уже давно. С конца мая, в начале мая мы еще купались в первых числах, а в конце мая уже все холодно. Холодно по зимнему. Ну, по местному зимнему холодно. Так, ну сегодня ночью у нас было -5. Это прям очень холодно. В прошлом году таких температур не было. И вот у нас есть бассейн такой, антибассейн. И вот корочка льда. Да, но осадков не было. И поэтому снега тоже не было. Сейчас солнышко и вроде даже потеплее. Сейчас посмотрю, сколько градусов. Пишет, что +3 градуса, но мне кажется, уже теплее. +3. Вот, а у нас такой лед. Снега у нас еще нет. Не то чтобы я его очень жду. Скорее дети. Но пока нет. И возможно уже в этом году не будет, потому что уже завтра будет значительно теплее. Завтра уже будет значительно теплее, а следующая неделя будет значительно теплее. Привет, у нас 3 июля, и по ходу дела сегодня ночью была самая низкая температура в Мар-дель-Плате за год. В прошлом году таких температур зимой я не помню. Вот, было до -5 градусов.
На улицах вода замерзла в лед. Был иней, снег так и не выпал. К сожалению, осадков не было, и снега мы не увидели. Снег был в соседних городах. Вот. Но зато у нас случилась коммунальная авария. В Мар-дель-Плате у людей отключился газ из-за низкого давления. Стали отключаться газовые счетчики, и люди остались без отопления. И нужно понимать, что -5 это очень серьезная холодная температура, потому что дома здесь не рассчитаны на -20, на -40, на -50. Вот. И у некоторых даже и отопления нету. Но вот те, у которых есть отопление, у них отключился газ, и вот они там страдали. Ну и сейчас спросите у всех жителей Мар-дель-Платы, нужно ли везти сюда зимнюю одежду, если вы остаетесь на зиму. Да, конечно, нужно. Как минимум куртку, шапку, штаны. Как-то так. Июль, а березка желтая, потому что мы в Аргентине, и у нас зима. Вот такая розочка беленькая, классная. Без листиков они почему-то. Наверное, потому что зима. А вот эта береза вообще без листиков. Да что такое-то сегодня одни березы попадаются. Здесь вот даже зеленые листики есть. Вот такая вот ратная зима. А это буквально следующая квадра. А, вот с этой стороны опали, с той стороны зеленые. А это разные деревья. Вот. На одной есть листики, на другой нету. Сегодня у меня день биолога. Что у нас? 8 июля. В Аргентине зима. Что-то сегодня такая точка росы высокая, что ли, была, что прям все сырое. Вот, роса везде, там, на заборах, на листиках, на траве. Да, светит солнышко, практически без облачка. Хорошо, сегодня будет тепло. Тоже были вьюны вокруг решетки. Их обрезали, но мне кажется, что-то даже добавили кусочков и оставили как декорацию. А там кактусы. Вот такой еще кактус. Красивый домик. О, куча гранат. Есть даже уже полопавшись, потрескавшись. Видео подморозило. Прям раскрытые. Я такого еще не видел. И прямо не спелые, не гнилые. Здесь и гнилые. Так, ну это гранатовое дерево еще не поспели гранаты, они вон еще зелененькие, есть прошлогодние, правда. Вот это вот может быть. Нет, тоже еще зелененькая, твердая. Но в этом году их что-то гораздо меньше. Вон тоже еще зеленая. В этом году их гораздо меньше. Прикольно. Этот растет. И кактусы в банках, да, в железных или в пластиковых. И плющ растет по всему этому. Июля в Аргентине отмечают День независимости, и садики устроили праздник с концертом, с каким-то фильмом, мультфильмом, с постановками, с выносом флага, с гимном. Совсем очень интересно было посмотреть, и дети участвовали, разыгрывали сценки
подписания независимости, как они боролись с испанцами за независимость. А вот так вот цветет эвкалипт, и вон там пчелки летают. Или осы, непонятно. Опыляют. А запах такой эвкалиптовое дерево классный. Микроромашки. О, чистят от плюща. О, вообще приклеивается. Тут опять мощный дождь, что зимой неудивительно. Такие сильные ливни бывают. Какие-то огромное количество осадков выпадает. У тебя что-нибудь сухое есть? Суши сухие? Что-нибудь сухое у тебя есть? Нет. Откуда? Вы даже в рюкзаке все В садике опять развлекались. На этот раз покрасили волосы. Мирохе достался зеленый цвет. Это краска Холли. Привет. Что у нас сегодня? 17 июля. Погода сегодня весенняя. Это вот прям вот когда было холодно-холодно, выглянуло солнышко, и вот на солнышке прям жара. Солнышко в Аргентине в принципе такое жесткое, оно припекает хорошо. И вот на солнышке если стоять, очень даже жарко. Ну, припекает прямо в одежде. Я вот куртку снял. Вот, поэтому погода такая весенняя, поздняя весенняя. Травка зеленая, но это нормально для зимы в Аргентине. Вот. И вообще климат в Мар-дель-Плате именно, он такой очень контрастный. Он не комфортный не потому, что холодно или жарко, а потому что очень контрастно. Вот даже на солнышке, если холодный ветер, например, да, спина мерзнет, а лицо горит, например, от солнышка. Или наоборот, там спину солнышко греет, а лицо мерзнет. Поэтому очень такой сильный контраст. Ну и очень резко меняется погода, что организм тоже не успевает перестроиться туда или сюда. Ну а так, в принципе, хорошо. Сегодня прекрасно, солнечный и яркий день, и такое хорошее настроение прям. Вот. Но зима у нас еще идет, еще будут холодные дни. И... Так, я месяц назад уже снимал про неработающий светофор. Вот тут, видимо, похоже, только что тоже сломался светофор. Это тоже две большие авениды, Хуанхара и авенида Бехуста. Это две самые большие, ну, одни из самых больших авенид пересечения. И вот что удивительно, нету пробки, потому что они как-то, ну, пропускают друг друга. Тут понятно, что идут машины потоками с предыдущих светофоров, но тем не менее мы только что на велосипеде спокойно проехали. То есть нас ехали машины и пропустили в какой-то момент. Вот она сама белая остановилась, да не серая остановилась. И вот эти поехали. Вот этих поехали, сейчас не проедут. Ну, короче, пропускают. То есть как-то они, ну, не злые, что ли. Как-то так. Так, ну сегодня у нас, что у нас, 19 июля, разгар зимы, и погода прям, ну летняя, не летняя, но такая поздневесенняя, то есть можно вполне себе в рубашках уже ходить. Вот, вечером, конечно, будет попрохладнее, и утром было холодно достаточно,
Но ветра практически нету, солнышко припекает, поэтому вон многие дети разделись вон в футболочках. Вот, и это середина зимы, и недавно у нас был мороз-мороз, и вот такой теплый день сегодня. На самом деле будут еще холодные дни, и возможно даже очень скоро. Да, надо было сегодня идти на пляж, на океан, но мы гуляем на площадке. Как-то так. Классно, мандариновое дерево. Да. Жалко, пакетика нету. И лесенки. Да, это упавшие уже мандарины. Вон раздавленные даже валяются парочка. Ну, мы штучки 4 взяли. Попробуем. Ну, а сейчас что-то будет. Así que a los más chiquititos les digo, por favor, esto no lo У hagan en нас, sus кстати, casas. каникулы начались, и Háganlo en парк casa просто real. полный. Ну, еще и погода сегодня классная. Прям такая En la municipalidad que no sirve para un carajo. хорошая, можно даже сказать, летняя. Народу вообще куча. Ну, вот там циркач. Ahora me pueden ayudar con las palmas, así cuando me queman no me escuchan. Para que me acomode las patas, si quieres saber. Si vos querés que arranquemos el próximo gusto, pues a partir de atención, va a ser una presentación estelar, presten atención a lo siguiente, en los movimientos, ¿sí? Gira con la cabeza, gira con la cabeza. Te va a tirar un pedito, eso, vale. Vale, vertical con una mano. ¡Abre las palmas, che! Apoyá la cabeza, gira, dale. Vamos, que ya terminamos, vamos, ya terminamos. Eso, fuerza, fuerza. Vertical con una mano, vertical con una mano. Vertical con una mano. Ahí va, Capio, muy bien, muy bien. Capio, bro. Salva, salva, salva. Eso, baila el piso, baila el piso, baila el piso, eso, pa, despacito, despacito. Marcá, marcá. Parece que tenés parásito, pará, despacito. Gira con la cabeza, gira con la cabeza. Так, у нас очередной сезон цветения алоэ. Это вот такой вот куст алоэ. С меня роста примерно. И вот так вот он цветет. Такими интересными штуками. Народ опять до хрена.
Сегодня погода потеплее. Не тепло, как летом, но такая потеплее. Солнышко. Вот. Дети без курток бегают. Так что все хорошо. A ver si sale bien. ¡Fuerte el aplauso! ¿Quién más tiene? Vos. Yo sé que estás un poco lejos. Pero vos, tirala sin miedo. Sacudila bien para la mañana. 1, 2, cuando vos quieras. Sí, también. ¡Fuerte el aplauso! Ahora sí, vos. A la 1, a las 2 y a las 3. Что у нас сегодня? 7 июля, разгар зимы, но тепло сегодня, кайфово. Вот я иду даже в незастегнутой курточке, даже без футболочки. Прям тепло, хотя я около океана прям. Вот, ветерок. Практически нету ветра. То есть хорошо, кайфово. А еще я съездил посмотреть на смену почетного караула. Военные в Мар-дель-Плате устроили своеобразное шоу с маршами, с оркестром. Но это будет в следующей серии.